Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня я начинаю ремонтировать вот такие стулья. Им уже около 50 лет. Это стулья моих родителей. Стульями все эти годы активно пользовались. За эти годы их не ремонтировали капитально ни разу. Только много саморезов вкручивали, чтобы укрепить расшатанную конструкцию. Здесь вот видно много дырок. Конечно, проще купить новые, наверное, но мне эти стулья дороги как память. Папа умер 2 года назад. Поэтому я решила этим стульям дать вторую жизнь. Да и просто люблю ремонтировать старую мебель. Отвлекает от грустных мыслей и не дает мозгам скучать. Такая работа. Поэтому начинаю вам показывать. Вот видите, второй стул. У меня таких стульев 6 штук. Комплект. Ну, а это просто веточки. Я зимой собирала в лесу, когда гуляла с собакой, ходила. Красивые веточки. Вот им надо месяца 2, вот они как раз у меня подсохли. Скоро буду плести панно. Надо будет сделать. Очень красивые веточки. Так, вернемся к стулу. Сейчас я его просто разбираю. Выкручиваю все саморезы. Все, что выкручивается. Что не выкручивается. За 50 лет много саморезов уже обломанных старых. Потому что их отец, когда делал, ремонтировал, он не выкручивал старые саморезы, а просто вкручивал рядом новые, чтобы укрепить. И старые саморезы, которым уже по 50 лет, они многие сломались. Сейчас я вот вам покажу. Почти все они были сломанные. Дальше, где-то в середине видео, я вам покажу, как выкручивать сломанные вот такие. У них у многих были насечка сорвана. Выкручивать просто отвертками не получалось. Дальше я вам, приблизительно где-то в середине видео я вам покажу, как можно избавиться от таких саморезов. Вот видите, сколько тут было накручено лишних дырок, что все расслоилось за эти годы. Вот видите, цена у них была 36 рублей 50 копеек. В советское время, советские цены. Толстый слой непонятной грязи. Покоцанные, собаками погрызанные. Кошки дрались, собаки драли, грызли. Вот сломанные саморезы там не выкрученные, которые обломались, есть. Дальше я вам покажу, как от них избавиться. Здесь вот отслойка буду подклеивать клеем ПВА. Буду счищать вот эту всю грязь. Покажу вам 2 способа, как это можно сделать. В принципе, сам стул в хорошем состоянии, на самом деле. Дерево очень хорошо сохранилось. Даже вот эти вот дуги, которые ножки держат. Вот видите, вот здесь у меня саморез не выкрутился, потому что сорвано. Это уже я буду в гараже делать. В гараж, когда перейду, покажу, как их можно убрать. Так, это сидушка. Ткань я сняла, и вот под тканью была вот такая штука непонятная уже. Это, я не знаю, то ли поролон уже от времени приобрел такую форму, то ли, я не знаю, что-то типа синтепон. В общем, что-то было мягкое, видимо, какое-то изначально. Но это все усохло. Это просто счищаю механическим путем. Так, вот я такую смывку, я вам уже показывала. Такой смывкой я кресло смывала, очищала старые кресла, я вам показывала, тоже было видео. Мне она очень понравилась в плане краски. И, у этой смывки есть один нюанс, ее надо, температура воздуха должна быть, больше 5 градусов. А я нахожусь в гараже, такими вещами все-таки дома нежелательно пользоваться. Токсичные и вонючие, довольно-таки сильно. Я пробовала в гараже сначала снять с помощью вот этой смывки. Смывка сама по себе очень хорошая, мне она очень тогда понравилась. Но, видимо, температурный режим в гараже не позволяет. У меня там нет отопления, печки тоже нет. Камин ставить, площадь большая гаража, долго будет топиться, поэтому не стала.
мучиться я. Сейчас я вам покажу просто... Ну, вообще, вот этот вариант очень даже неплохой. Им можно чистить. Если у вас есть какое-то проветриваемое теплое помещение, где можно наносить краску или какие-то химикатами пользоваться, то вполне возможно. Без шума, без пыли. Просто почистить аккуратненько. Но не в моем случае. Даешь буквально несколько, 2-3 минуты. Вот по поводу краски, когда снимала, вот я ее в бане тогда делала, там было тепло. Краска прям пару минут, и она вспучивалась. Ее просто снимаешь вот так вот шпателем, и все прекрасно. В этом случае у меня маленько так не получилось сделать. Я эту банку оставлю, я просто закрыла плотненько, и я оставлю до следующих работ. Возможно, весной, летом еще что-то почищу. Понадобится. Я думаю, что у меня не получилось именно из-за температуры воздуха. Она на грани нуля была, даже ниже. Еще холодно у нас в Нижегородской области. Так, сейчас я просто беру шлифмашинку, и весь каркас я буду именно чистить шлифмашинкой, потому что работаю в гараже при минусовой температуре. Смывка не работает. Таким образом я счищу весь каркас. Долго показывать не буду. Но плоские вот поверхности удобно, а круглые ножки там маленько посложнее, конечно, дело идет. Но желательно, если еще одни руки есть, то чтобы придерживали кто-то. Потому что, довольно-таки тяжело. И машинка сама по себе не очень легкая. И держать надо деталь. Можно чем-то закрепить. В тисках или где. Мне больше пошло: одной рукой держу, другой зачищаю. Вот такие остатки, где вот остаются, их можно потом вручную наждачной бумагой почистить. Они уже потом хорошо счищаются. Просто наждачкой. Если вот верхний слой снять шлифмашинкой. Так я почищу весь каркас. Сильной машинкой тоже не надо убиваться, просто снимается лишний слой самого дерева. Так, сейчас я буду заделывать дырки от большого количества саморезов лишних за эти годы, что было скручено. Это для того, чтобы усилить само дерево. Для заделки этих дырок я использую палочки для суши. Они бывают бамбуковые, а бывают просто деревянные. Видимо, уже наше российское производство делает. У меня какое-то количество деревянных, они все-таки попрочнее.
Ну, какое-то количество бамбуковые тут будут. Они, в принципе, подходят идеально. Когда буду собирать в обратном порядке этот стул после зачистки и подклеивания, я саморезы в эти же дырки, вот которые задела, вкручивать не буду. Это я просто, чтобы усилить само дерево, чтобы трещины не шли со временем, потому что я планирую этими стульями еще не 1 год пользоваться после того, как я их уделаю. Клей ПВА мебельный. Где-то маленькие совсем дырочки заделывала спичками, зубочистками, где совсем маленькие, а которые вот крупные дырки, их делала из этих палочек. Где поменьше дырочки, я их просто, вот видите, ножом подтачивала, как карандаши, придавая нужную толщину. Потом уже следующие стулья я уже просто вот эти палочки обрезала под самый, обламывала сразу под самый корень, чтобы не торчало лишних кончиков. Но на первом стуле делала вот так. Дырок лишних очень много. Но меня, знаете, что удивило? Вот кто знает, из чего сделаны вот эти вот дуги? Потому что, когда я начала в обратном порядке собирать, то даже сверло по дереву довольно-таки трудно просверливает вот эти вот именно дуги. Из какого дерева они, интересно, сделаны. Меня прям заинтересовал этот момент. Кто знает, напишите в комментариях. Потому что они очень прочные. Так, все вот эти я сейчас заделаю. Так, в этих стульях вот самое слабое место, конечно, вот эти вот рамы. Они все, бедолаги, рассохлись. Все их надо проклеивать. Рассохлись, расщепила их вот этим большим количеством саморезов. Сейчас я буду вот эти вот расщепы промазывать. В крае не видно. Но я просто постараюсь кисточкой достать, вот маленько раздвинуть вот эти щели, там ножом канцелярским, и туда протолкнуть клей ПВА, чтобы как можно глубже он попал. Чтобы не только на поверхности это была склейка. Все, что у меня клей, который окажется просто
на поверхности, по бокам. Я его потом счищу шлифмашинкой и наждачкой. Ничего страшного. Сейчас главное пропитать клеем все трещины. Так, это у меня уже второй каркас, я вам показываю. А нет, первый, все еще первый. Я вам тут еще второй покажу каркас от второго стула. Тут тоже есть нюанс на втором стуле, который я вам тоже хочу показать, как я его буду делать. В этом месте большая дырка была. И расщеп большой, и дырка большая. Стягиваю струбцинами хорошенько. Ну, в идеале их надо было еще вот между струбцинами проложить какие-то речки, чтобы отпечатки не оставались от струбцин. Но не такие они глубокие, дерево на самом деле достаточно прочное. Я их просто потом шлифмашинкой почистила, сравняла. Моя задача сделать стулья, чтобы они были просто прочные. Я хотела поэкспериментировать там с цветом каким-то, подушки какие красивые сделать, цвет самого каркаса красивый сделать. Но так как у меня мама попросила, это же ее стулья в конечном итоге, попросила сделать просто лаком и обычной тканью. Поэтому я сделала, как сделала, как получится, будет видно в конце. Не дали моему полету фантазии разыграться. Ну, может, оно и лучше. Так, высохли, струбцину убираю. На просушку я давала сутки. Просто сейчас все убираю, все удаляю, все лишние вот эти краешки. Можно взять ножовку, если у вас есть небольшая.
Так, все сглаживаю. Клей лишний, остатки, пенечки от заделки дырок. Так, вот после этого этапа просто все собираю в обратном порядке. Я не засняла, как собрать, так же, как разбирали, по сути, там все то же самое. Нет ничего интересного в самой сборке этого стула. Дальше я вам покажу другой момент. Меня вообще вот больше всего озадачивало в ремонте этих стульев, как удалять вот эти саморезы, которые не могла выкрутить, которые сами по себе по-хорошему не сломались, не отвалились. Но резьба на шляпках сорвана уже за 50 лет. И даже у меня отец не пытался выкрутить. Поэтому я взяла сверло по металлу. Оно у меня тонкое. Покупать для этих целей другое сверло не надо. Мне, в принципе, по металлу не сильно много нужно сверл. Редко они мне нужны. Вот у меня было такое вот тоненькое сверлышко. Им я высверливаю шляпку. Тонковатое сверло, надо маленько потолще, чтобы было, чтобы это побыстрее все прошло. Но, в принципе, не так сложно, как я думала, на самом деле. Шляпку я сточила сверлом. Она нагревается в ходе использования. А сейчас я просто вот эту палочку выкручу. Потому что шляпки уже нет, и он на резьбе просто выкрутится без шляпки. Буду поворачивать вот эту дугу, и она открутится. Так, вот она у меня. В ней у меня остался саморез, соответственно, сломанный. Просто пассатижами, когда вот такой тонкий хвостик, его трудно. Когда гвозди, их проще, их плоскогубцами прихватываешь, и они вытаскиваются. Саморезы, они вкручены, поэтому их маленько, чтобы не вредить сильно самому дереву, их все-таки лучше выкручивать. Дальше я вам покажу, как можно сделать еще. Просто выстучить не получится, потому что самого кончика на поверхности почти нет. Таким просто молотком. Сейчас покажу, как можно сделать. Фиксирую деталь, чтобы пробки были свободнее.
беру шило, или я не знаю, как это называется, что-то самодельный инструмент у меня у папы был. Вся техника, что вот у меня есть, я, в принципе, ничего не покупала. Я так по мелочи только покупаю. Богатый достаточно выбор у меня от отца остался. В том числе и гараж. Так, вот покажу саморез вот такой, как выкрутить. Это в ножке часть осталась, которая... Просто пассатижами его тоже тяжело выкрутить. Если есть вот такие тиски какие-нибудь, я думаю, что в любом гараже мужском есть такие наподобие тиски. На самом деле удобная вещь. Все, и просто по кругу кручу ножку, и выкручивается. Видите, какой сломанный остаток. Таким образом я почищу все сломанные, потому что на самом деле почти во всех стульях у меня такая фигня была. Так, это вот я хотела вам показать тоже от второго стула. Когда разобрала второй стул, я поняла, что тут еще более плачевное состояние. Те же самые расщепы по всему вот этому вот каркасу, и плюс еще вот где ножки передние вставляются, развалилась вот это вот. Я даже не знаю, из чего она сделана. Каких-то склеенных опилок, как будто что-то такое. Развалилось, рассохлось. Еще раз повторюсь, этим стульям уже 50 лет точно. Точно сказать не могу, уж прям совсем так года, но 50 им есть. С самого начала жизни моих родителей совместной жизни. По краям вот эта вставка проклеена была. С первой пришлось повозиться, я просто не знала, как к ней подлезть. А с второй уже было проще, когда поняла, как их вытаскивать. Сейчас покажу, как это сделать. Все-таки. Взяла стамеску и просто по краю, где вот она вклеена, я немножко вот аккуратно, чтобы не сломать, сам каркас выстукивала. И он отошел достаточно легко. Вот видите, уже отходит. Моя задача была не сломать сам каркас, потому что он уже совсем не новый. Вот видите, какая штучка была вставлена. Из чего сделано, не знаю. Это какие-то склеенные опилки. Не знаю, как этот материал называется. Так. Вторую часть я тоже так же с второй стороны ножку выковырю. Она легче у меня уже выйдет. Потому что уже знаю, как к ней подступиться. Взяла дощечку. Просто у меня была по толщине такая же, как вот эти две запчасти. Сейчас я их просто обведу. Лобзиком вырежу. Шлифмашинкой края подшлифую. И вставлю, подклею на место, где они были. А дырки под ножки я потом пером на 15 миллиметров прокручу. К сожалению, вот уже этот сам процесс, он у меня не заснялся почему-то. Потеряла я это видео, хотя вроде снимала. Так, вот этот вот, именно второй каркас,
он в более плачевном состоянии на самом деле. Я еще вот такими дощечками приклеила с внутренней стороны из фанеры. Толщина, к сожалению, не могу сказать, наверное, миллиметров 8, я так думаю. Приклеила на ПВА, потом прокрутила, просверлила дырки, не насквозь, и вставила шканты. Тоже на клей посадила. Потом они у меня высохнут, я их срежу внешний край, чтобы они не торчали. Подшлифую, и будет эти бока у меня укреплены, потому что они на самом деле очень сильно развалившиеся были. Все, в принципе, стул я сам уже собрала. Я еще раз говорю, я не засняла, как собирала. Покрасила лаком. Лак тоже рекомендовать не буду. Ну так, лак купила первый попавшийся в магазине. В принципе, нормальный, темненький, как у меня хотела мама. Ткань у меня была от кресел подвесных. У меня на самом деле вот материал остается. Я покупаю, когда на заказ. У меня подушки заказывают индивидуально под свой интерьер. Подбираем. Вот у меня остатков, довольно-таки приличных, потому что у меня шторный отдел, там широкие ткани. У меня остатки остаются довольно-таки приличные. Мне из них можно делать потом подушки. И куда-то вот использую их. Сейчас буду из них делать сидушки. Так, беру клей, опять тот же самый клей ПВА мебельный, промазываю фанеру. Фанера достаточно крепкая. Я сначала хотела, может, поменять, посмотрела на нее. Нет, она вполне еще. Ничего ей не стало за это время. В очень неплохом состоянии. Единственное, что только не стало вот смывать полностью вот эти вот остатки какой-то субстанции. Что счистилось, то счистилось. Не заморачивалась по этому поводу. И протерла там таким, типа, растворителем, чтобы просто обеззаразить, скажем так. Все. Теперь сюда вообще можно поролон. Мне поролон не захотелось покупать. Так, эти оставляю металлические штучки, на которых был прикручен вот этот сидушка к стулу. Я их потом убрала. Я их по-другому прикрепила, просто маленькими уголочками. А эти штуки я убрала. Но сначала попыталась их на место поставить. А потом подумала, да нафига они нужны. Только мешаются. Так, это остатки у меня холофайбера. Тоже от подушек, от подвесных кресел остался. Остаются вот такие вот обрезки разных размеров небольших. Прокладываю один слой из обрезков, а верхний слой сделаю из синтепона, цельного синтепона, чтобы зафиксировать. Так, это еще тоже обрезки. Потом сверху синтепоном накрою и тканью. Как обтягивать такие вещи я, в принципе, тоже показывала. Уже у меня были такие видео. У меня только здесь один неприятный момент получился с этой сидушкой. У меня сломался степлер. Покупать я степлер не стала из-за этого. Вернее, нет, я куплю опять степлер, потому что у меня 6 стульев. Так, это я сейчас отрезаю от целого куска синтепон на этот, чтобы сверху накрыть. Следующие стулья я уже сделаю более правильно. Здесь я вам покажу, просто мне это видео надо было доделать, чтобы время не тянуть, потому что времени не хватает делать видео на самом деле. Так, видите, накрыла, перевернула на другую сторону. В идеале мне надо было подклеить и степлером вот так вот загнуть на этот край, на внутренний край. И синтепон, и ткань. И степлером приделать по краешку аккуратно. Но у меня степлер сломался, поэтому мне пришлось возиться с маленькими гвоздиками. У меня были. Получилось менее аккуратно, чем должно быть. Но это у меня вот первый, единственный стул, который я так сделал. Следующий стул я уже буду делать со степлером. Потому что степлер очень сильно экономит время, на самом деле. Тем более, там дальше будет видно, что гвоздочки вбивать даже не то, что в фанеру, а именно вот в такую конструкцию, мягкую. Она пружинит, нижняя часть. Не очень удобно.
вколачивать что-то. Да и, кстати, степлер, вот когда степлером такие конструкции делаешь, они тоже достаточно плохо вбивают скобы. Но, тем не менее. Конечно, в идеале иметь профессиональные вколачиватели гвоздей на пневматике. Ну, ладно. Не так часто я этим занимаюсь. Видите, у меня не получается воткнуть скобы. Так, степ. Так, теперь я все-таки поняла, что я буду гвоздиками вбивать. Сейчас можно просто посмотреть, даже не то, что как я вколачиваю эти гвоздики, мучаюсь я с ними. А потому что маленькие, фанерка сама по себе тоненькая, довольно-таки. Гвоздочки вроде маленькие, но они все равно вот по длине больше, чем толщина фанерки. Поэтому, ну и не только поэтому, так они еще, конечно, лучше ткань держат, когда я их маленько загибаю. То есть я их наполовину вколачиваю, а верхнюю часть загибаю, чтобы прижать ткань. Цель вот этих гвоздиков на самом деле приклеить просто, чтобы у меня ткань хорошо приклеилась к основе. Поэтому я много гвоздиков, вот прям каждый сантиметр не вбивала, как бы сделала, допустим, если со степлером, почаще бы я это сделала. Здесь мне надо, чтобы просто приклеилась к фанере. Хорошенько. Видите, когда маленькие гвоздики, пальцами держать неудобно. Возможно, у профессионалов мужчин есть какие-то другие способы. Но я для себя тоже как бы вот тут обнаружила такой способ, что можно левой рукой придерживать пассатижами этот гвоздик, вбить немножко, потом пассатиж убираешь и доколачиваешь уже капитально гвоздик. Ну, тут, знаете, каждый изгаляется как может. У кого есть какой-то инструмент специальный, у кого-то нет. У меня в основном все ручной инструмент. Профессионального нету. Потому что отец у меня был просто тоже любитель, человек с руками. Умел все сам делать, технику. Ручной инструмент любил. Поэтому запасался он им тоже. Меня часто спрашивают о муже. Почему я этим занимаюсь? Что у меня, если вообще у меня муж, если есть, что с ним не так. На самом деле, у меня замечательный муж. Его задача не дать умереть с голоду моей семье, на самом деле, потому что он молодец, у меня все старается, делает. Просто я люблю мастерить. На самом деле, он мне просто не мешает развлекаться, как говорится. Мне просто нравится этим заниматься. Мне нравится мастерить. Плести. Даже плести мне не настолько нравится на самом деле, как вот что-то делать. У меня в планах плести кресло я, конечно, тоже буду. И макраме плести. Но дом у меня уже старый. От родителей. В следующих видео я там вам буду показывать, что я буду еще делать. У меня в планах еще есть обновление там обстановки в доме в самом. Тоже уже просто назрела острая необходимость. Плетение занимает много времени, очень сильно. Не очень получается совмещать. Вот поэтому я выделю какое-то время, мне надо именно делать обстановку в доме. Я думаю, что по этим переделкам я видео тоже сниму. Кому интересно будет, посмотрит. И не думаю, что у нас сильно много богатых людей. В основном среднестатистические люди выкручиваются как могут. Поэтому сделать своими руками, на самом деле, это хороший выход, чтобы сохранить как бюджет. Так, с другой стороны также делаю. Чем, кстати, больше вот таких вот складочек вы сделаете, тем аккуратнее получится за край
сидушки. У меня тут не то, что даже поторопилась, просто с этими гвоздями пока возилась, они у меня не впивались никак. То гнулись, то ломались. В некоторых местах у меня не очень хорошо было натянуто. Не критично, чтобы переделывать, нет. Просто со следующим я буду более аккуратна, потому что я все-таки планирую следующее уже делать со степлером. Неудобно вбивать гвозди в такую конструкцию, в мягкую конструкцию. Пружинит. И степлером, если когда буду делать, все-таки я буду больше по краю это делать, ближе к краю, чтобы фанеру так не сгораживать, чтобы с обратной стороны смотрелся аккуратнее. Вот эти вот уголки, они будут передний край, их маленько тоже вот сделать побольше складочек. Еще бы хоть немножко сделать складочек, чтобы вот эти углы полукруглые аккуратнее получились. Ну, этот момент я учту в следующих стульях. Просто я тоже делаю для себя выводы, как делать надо, как делать не надо. Если плохо знаешь, как делать, то через руки доходит быстрее. Так, лишние края я просто сейчас обрежу ножничками. Гвозди мы некоторые еще так подстучала маленько. Так, эти обрезаю. Так, сейчас я просто промазываю края. Задача, чтобы они лучше приклеились к самой фанере и чтобы не махрились. Они клей схватит край ткани и будет зафиксировано. Потом клей высохнет, вот этих вот ляпушек в принципе не будет. Будет нормально смотреться. Ну или можно просто кусок ткани сверху наклеить, кому хочется уж совсем эстетично сделать. Так, вот что у меня получилось. Видите, обычный темный лак, обычный. Я даже просто рекомендовать не буду. Так, не могу сказать, что в восторге. Так, это у меня уже следующий стул лежит, сохнет. Дырки заклеила, подготовила к сборке следующего стула. Желаю всем хорошего настроения и творческих успехов.